Это GTA 5. Не-не-не-не-не, мы сегодня проходим Blender. Все вы когда-то слышали про такую игрушку в Стиме. Что, провоцируешь это? Мы приехали ребенку купить игрушку. Кто-то, может, даже скачивал. Анимации, моделинги, всякие там рендеры. Короче, человеки без дела не сидят. Так вот, я, как истинный задрот, потратил уже почти 4 года там. Ну вот и подумал, чё бы не сделать за столько время какой-нибудь анимационный прикольчик. А то только серьезный. Добавлю туда маленький сюжет, а его мы будем делать по теме КС. Изначально это должно было быть совершенно другое. А вообще, я фанат старой колды. Саймон Райли. Привет. Ну что ж, пожалуй, начнем. Искал я идею на Пинтересте и вообще изначально набрел на обложку Кендрика. И думаю, давай вам сделаю сцену КС в коллабе с ним. А чё не, как говорится. Взял ее в пример и начал работу. Скачал, перекинул в Blender. Тут мы начинаем, как всегда, с блокинга. Изначально, как я и сказал, идея была другая, но в моменте я подумал, было бы круто добавить в арт какой-то сюжет. Закидывал знакомым, и все как один. Делай анимацию. Кто я такой, чтобы отказывать? Сел, придумал сюжет. Короче, будет погоня в слоумо, теры ограбили банк, а по дороге один из них послал всех и решил свалить с баблом. Но там уже ждут КТ. Короче, продолжаем. Тут мы с вами заканчиваем собирать блокинг. Сейчас буду объяснять, что это у нас за термины пошли. Блокинг — это такая полезная штучка, чтобы не обосраться во время дальнейшей работы. Ее я почти всегда избегаю, настолько она полезная. А что будет на самом деле полезно? Мой телеграм-канал. Мотивацию надо поднять, да что угодно. Инсайты о новых роликах, новости и так далее. Подписывайтесь, ребят. А сейчас продолжим. Он создан для создания первоначальной композиции сцены, чтобы расставить основные объекты по ней и выстроить картин. Чаще всего это обычные примитивы, квадраты, круги и так далее. Ох уж это геометрия. Ладно, двигаем дальше, не скучайте. После блокинга я приступаю к дальнейшей детализации сцены и проработке деталей. Сколько раз потом я еще это сделаю, капец. Тут нам на помощь приходят сайты с модельками. Слава всем богам, есть такое место, как Sketchfab. Для людей, кто не любит моделить, вам туда. Но базу моделинга знать надо. Увы. Зануда. Для начала находим крутой минивэн, вокруг которого будет все происходить. Дальше мы находим дома в американском стиле, типа крутые. Ладно, тут я еще надеюсь, что сделаю для вас просто угарную сцену и двигаюсь по референсу. Закидываю эти дома и ставлю. Но домов нужно много, и все это должно быть одинаково. Нет, это не потому, что мне было лень. Честно. Поэтому тут на помощь уже приходят модификаторы. Это такие штучки, которые помогают вам в работе всегда. Главное понимать, что ты творишь. Они позволяют вам изменять или трансформировать модели, не влияя на так называемый оригинал. Конечно, пока вы его не примените. Там уже фиаско, ничего не сделаешь, честно. Использовать мы будем Array. Он нам помогает создать дубликаты модели, а дергая за ползунки, вы можете расположить те самые дубликаты. Вот такая магия. Также я делаю с бордюрами. Едем дальше. Накинул основные материалы, используя аддон Blender Kit, он бесплатный и удобный. Так бы вам не советовал. Куча материалов устанавливается за пару секунд. Все найдете. И вот мы пришли к апогею. Это персонажка, Рик и анимация. Но давайте по очереди. Я отправился на тот же Fab, чтобы скачать модельки теров и КТ. Но, увы, там только из второй КС-ки. Ничего против не имею. Сломав себе голову, вспомнил, что я делал уже синематик по КС, и у меня есть модели, которые я вытаскивал с помощью аддона, который, увы, уже не помню. Гляньте на ютубчике. К счастью, недалеко и море инфы про это. Перекинул я модели в сцену, и тут мы видим какую-то нежить вокруг нее. Это у нас кости. Давайте разбираться. Для анимации персонажей не только мы делаем им риг, так называемый скелет, чтобы за ниточки дергать и создавать красоты. Но процесс этот дико скучный и муторный. Долго не задерживаемся, но для этих моделей я сделал риг, используя аддон After. А ёпт, снова по микрофону ударил. Авторик Pro. Где искать, сами знаете. Мои вы пираты. Сейчас я раскидываю персов, думаю, как бы это прикольно смотрелось. И также ставлю камеру, чтобы понимать, в каком месте будет происходить действие. Сначала я поставил ее как на рефе Кендрика, но потом понял, что это скучно, и решил сделать динамичней. Тут я начал конкретно уходить от рефа, чему рад. Также, используя фишай на камере, я придал больше динамики. Да, в Blender есть несколько типов камер. Фишай, ортографическая и перспективная. Вот так вот интересно, капец. А также к этому всему я добавил динамическое размытие, чтобы было видно, что они в движении. Дергаю ползунки на вкус и цвет, главное, чтобы было по кайфу. Уай, теперь мы начинаем анимировать. Про S... слишком много S.
сценария. Ладно. Процесс этот скрупулезный, но как и медитация кайфовый. Кому как. Захожу на Pinterest и ищу позы, которые мне нужны. Так как картинка некая уже вырисовалась в голове, поставив картинку как референс прямо в сцену, продолжаю сие действие. Совсем сорвало башню. Анимировал я часа 4 на одном дыхании чисто. Поверьте. И 2 упаковки чая улетели. Поняв, что мне не светит, просто арт, пошел и делал анимацию камеры, тачки и всего вообще, что движет. Прикрепил все это к одной пустышке. Ща расскажу. Это именно так и звучит. Пустышка. Empty, к которой прикрепляются объекты, камеры, да что вообще угодно, и с помощью нее анимация становится более удобной. Я присоединил все объекты, которые движутся вперед к ней, расставил основные ключи, а потом уже каждый, будь то кость или объект, пропс, анимировал отдельно. Для динамики в кадре также добавил еще деталей для насыщенности и глубины. Первые были бабки. Это всего лишь бабки, 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 сука, бабки! Частицы также послужили отличным дополнением. Главное, не переборщить. В процессе всего, как вы могли заметить, картинка стала насыщенной, а вот это я расставил фейк освещение, чтобы было просто красиво. Потому что зачастую в всех наших любимых фильмах, мультиках, графике, рекламе и так далее, оно проставляется. Вот, детская мечта разрушена. И вот мы подбираемся к заключающему моменту. На заднике было пустовато, и я добавил город из Half-Life. Взял я его с того же Sketchfab. Теперь мы ставим все это на рендер. И в Blender есть 2 основных движка. Eevee и Cycle. Первый работает в реальном времени, особо не жрет комп, и также можно делать крутые стилизованные штуки. Второй же более реалистичный, системно-затратный, ты вообще только нервов съел, но не об этом. Тайм это все на ночь рендерится. И вот, самая любимая часть в работе — это покраска. Закидываю секвенцию в автор и начинаю придавать всей картинке живой и сочный вид. А то чё мы тут собрались? Мы не пьем теперь. Использую по классике Lumetri Color, колористу, всякий glow и дергаю ползунки. Получаю бесконечное удовольствие. Как будто съел десяток бургеров после зала, а лучше шавуху. Вторая любимая вещь в работе — это саунд-дизайн. Ща мы придадим этому кайфовые звуки. И вот-вот я уже покажу вам результат. Энного количества часов. Откровенно говоря, сделал я это довольно быстро. Если бы еще не было анимации, спасибо всем. Ну ладно, погнали. Вот такой у нас анимационный угар получился. По правде говоря, я также хотел сделать предысторию и действия после этой сцены. Так, значит, собираем здесь 1К лайков и сделаю продолжение, а может быть целый синематик. И получится целая короткометражка. Кто знает. А я proud. До следующего ролика. Всех обнял.